День добрый. Сегодня рассмотрим ситуацию, когда нам нужно вывести на телевизор изображение с видеорегистратора либо с камеры. Ситуации, когда регистратор рядом с телеком мы не рассматриваем, у нас гипотетически, возьмем автосервис. У нас регистратор стоит в серверной, все на него пишется. Мы хотим, чтобы клиент видел, как ремонтирует его машину. В зоне ожидания клиента висит телевизор, как можно вывести туда изображение. Вот тут мы видим медиасервер портативный на андроиде. С его помощью будем делать. В принципе, у всех производителей регистраторов есть приложения мобильные для iOS и для Android. С iOS это все дорого. На Android такую штуку можно купить, от, наверное, 2-3 тысяч в Китае. Эту я покупал за 5, потому что надо было здесь и сейчас. Сейчас посмотрим, как это все выглядит. Так. Берем устройство, втыкаем в HDMI, питание включаем. Все, вперед из песни. Так, на телеке. Все, у нас даже все автоматом определилось. Девайс грузится. Android у нас должен написать. Управление у нас мышкой. В Android воткнут Bluetooth. Поехали. Так, сейчас выставлю правильный угол, и мы сразу на экране все настроим. Так, поехали. Настраивать будем мой любимый Hikvision, по этому приложению у нас EVMS. Для начала, естественно, надо подключить к Wi-Fi. То есть в помещении должен быть уверенный прием сигнала, потому что приемничек тут так себе. Так, ладно, это я вырежу. К Wi-Fi подключились. Теперь следующий этап. EVMS. В принципе, все управление осуществляется мышью. Так же, как на андроиде, в основном левая кнопка, это у нас все действия, правая отмена. Для демонстрации я включил какой-то регистратор, надо сейчас его найти. Так. Минус данного способа, как показало длительное тестирование, поддерживается малое количество камер. Если у нас камер больше 4 отображается, даже на предпросмотре, устройство начинает глючить, подвисает. И вообще это приложение телефонное не особо приспособлено для длительного проигрывания каких бы то ни было камер, поэтому тут надо иметь в виду, что сильно большую стабильность не ждите, придется периодически бегать и что-то там подкручивать. Хотя, в принципе, если поиграться, я думаю, с прошивкой, с версией приложения можно обеспечить более-менее хорошую стабильность. Так, пароль, опять же, вырежем. Так, все, начать отображение в реальном времени. Вот, камера у нас к нему подключена. В принципе, живем, радуемся. Камера какая-то так себе. Так, что у нас тут можно? В принципе, весь функционал... Так, правую кнопку, случайно. Весь функционал, как в обычном приложении. Развернуть на весь экран. Так,
Тут единственное, аккуратнее будет постоянно закрываться по правой кнопкой мыши, поэтому дело привычки. Вот, выбрали одно, развернули, радуемся жизни. Свернули. Вот и все. Само устройство вот у нас болтается. Дальность действия мыши обычная. Все легко и просто. Блок питания идет в комплекте. Вот также можно попробовать от самого телевизора запитать. Я предпочитаю отдельный блок питания делать. Вот. Также есть версии, вот, например, у меня есть еще вот этот медиасервер EconBit. Он, в принципе, тоже оснащен андроидом. И в теории на него можно подключить камеры. И работать он будет стабильнее за счет того, что у него более мощный процессор. Он меньше греется. Вот, как-то так. Если нужны какие-то вопросы по настройке, либо монтаж, обращайтесь по контактным телефонам. Все будет по ссылкам в описании. Спасибо за внимание. До свидания. Так, забыл уточнить интересный момент. Тут нам надо же будет создать аккаунт в Play Market. Ну, точнее, у меня это уже все создано. Вам надо будет регистрировать его, чтобы установить. Ну и еще такой момент. Плюс этой системы, что мы можем подключить любую камеру, любой регистратор. К примеру, точно такую же задачу можно решить покупкой отдельного регистратора к телевизору и уже воспроизведение с него. Вот. Но мы таким образом ограничиваем себя, получается, локальной сетью. Плюс не все модели регистраторов и камер совместимы между собой. А вот такой способ быстро, не очень надежно, дешево и работает. Как-то так. Так, это все сейчас установится. Вот для примера сейчас подключу камеру удаленную на объекте, которая китайская, на компьютере приложений нет. Подключиться к ней никак нельзя, кроме как вот через это приложение. С помощью регистратора это сделать нереально. С помощью компьютера это сделать нереально. Поэтому только так. Не то приложение. Повторюсь. Начнем заново. То есть приложение не то, не для этих камер и не кам. Так, в общем, дубль 2. Ставим второе приложение. То приложение у нас немножечко не для этой камеры оказалось. Ждем. Хотя нет, не ждем. Все довольно быстро. Так, все, поставилось. Открываем. Все эти облачные китайские камеры работают по одному принципу. У нас есть ID камеры, ваш аккаунт, и все эти облачные камеры транслируют изображение с камеры на свой сервер. С него уже вы изображение не получаете. Заходим. Да, все. Заходим. Вот у меня уже, кстати, даже камера добавлена. Как-то так. Добавляется по ID с дефолтовыми паролями. Вот как-то так это все выглядит.